Приветствую, друзья! Меня зовут Илья Вилсаком, медиа на связи прямиком из Рима, о чем красноречиво свидетельствует о громадных размерах Колизея у меня за спиной. Знаете, что хорошо в профессии техножурналиста и техноблогера? Можно посмотреть мир. Например, в Риме мы здесь не просто так. Asus показывает линейку своих новых смартфонов Zenfone 4, начиная от простенького Max, продолжая Selfie Pro и заканчивая Zenfone 4, безо всяких ненужных приставок. Трубка очень любопытная, красивая, я с ней уже несколько дней и хочу поделиться с вами первыми впечатлениями прямиком из столицы Италии. Давайте начинать, погнали! Тут смотрите, какое дело. Asus объявляет о своем сотрудничестве с Qualcomm. Это значит, что теперь Zenfone будут выходить на Snapdragon, что нас, как пользователей, не может не радовать, потому что Snapdragon всегда интереснее, чем Mediatek. Давайте сразу по характеристикам. Здесь новый 630-й Snapdragon, причем шестая серия процессоров Snapdragon мне очень нравится своим сочетанием бюджетности, умеренной бюджетности и хорошей производительности. Смартфон очень бодрый, я им пользуюсь уже несколько дней, шарашит на все свои 8 ядер прямо вот как положено, плюс 4 гигабайта оперативной памяти и очень приличный дизайн делают его весьма любопытным смартфоном, но за исключением одного «но», о котором я скажу чуть позже. Наверное, у нас будет даже два пункта «но», которые могут так или иначе отговорить вас и меня от покупки этой трубки, но сначала о плюсах. И первый несомненный плюс, который, как обычно, бросается в глаза, это дизайн. Впервые Zenfone выглядит действительно круто. Это стеклянный с обеих сторон сэндвич на алюминиевой рамке, и, вы знаете, прям классно, он действительно выглядит здорово, особенно учитывая эти расходящиеся преломляющиеся лучи на задней стеклянной крышке. И несмотря на то, что он стеклянный и, соответственно, очень быстро покрывается отпечатками пальцев, они стираются так же легко и быстро, просто вот так вот по пузику поводил, и все, смартфон чистый. Но нужно учитывать, что это только пока живое олеофобное покрытие. Через месяц, два, три, в зависимости от активности вашего использования, оно сотрется. Ну и, кстати, обратите внимание не только на красиво преломляющиеся лучи света в задней крышке, но и на то, что камеры абсолютно никак не выступают из корпуса. Еще бы вспышку сделать абсолютно такого же размера, как объективы, для пущей симметрии было бы вообще супер. Но, впрочем, и так неплохо, никакой лишней информации сзади нет, только логотип Asus и небольшая инженерная информация, которую не под каждым углом еще и увидишь. Можно, наверное, сейчас пожаловаться на то, что смартфоны все стали одинаковыми, и это будет отчасти правдой, потому что действительно каких-то киллер-фич, особенно у среднебюджетных смартфонов, в общем-то и нет, но Asus молодцы, они понимают, что хотят люди, и делают упор на камеру. Здесь два сенсора. Во-первых, это обычный основной на 12 мегапикселей и широкоугольный на манер LG G6, но чуть менее широкоугольный на 8 мегапикселей. И вы знаете, такая связка мне нравится гораздо больше, чем, как, например, у Huawei. Вообще непонятно, зачем это черно-белый сенсор. И здесь же есть возможность делать классные широкоформатные фотографии, когда что-то в кадр не влезает. Делается это одним кликом в приложении камеры. Специально есть вот кнопочка. Нажали, включилась широкоугольная. Нажали снова, включилась основная. Тоже, кстати, достаточно широкая. С железом и дизайном все вроде бы становится более-менее понятным. Симпатичный дизайн, минималистичный в меру, плюс 630-й Snapdragon 4 гигабайта оперативки и батарея на 3300 мАч. Сначала, с одной стороны, кажется, что это вообще не рекордный показатель, но попользовавшись трубкой несколько дней, могу сказать, что я получал в среднем 4, 5 и даже больше часов включенного экрана при активном использовании. Все, конечно же, зависит от вашей манеры использования трубки, но я достаточно активный юзер, и мне этой трубки хватало на день, вот прям вообще целиком и полностью. Конечно, сложно сейчас говорить о том, насколько качественная здесь камера и насколько громкий дизель у мимо проезжающего Мерседеса. Я надеюсь, что недостаточно громкий, чтобы испортить нам весь звук. Но сейчас я вам покажу слайд-шоу из тех фотографий, которые я уже смог сделать здесь в Риме. Посмотрите на достопримечательности Ватикана, заодно и оцените качество полученных снимков на Zenfone 4. То, что я видел на экране, меня устраивало более чем.
На самом деле, пока я сейчас вместе с вами смотрел фотографии, сделанные на Zenfone 4, вспомнил еще один, третий его минус, и это оболочка Zen UI. Asus, блин, почему она выглядит так ужасно, как будто бы она прямиком из 2012 года, пора бы делать уже красиво, а не аляписто. Поэтому я установил лаунчер, который так и называется, лаунчер, он имитирует Google Start. Так стало гораздо лучше. Второй минус, как мне кажется, это цена, потому что 33 тысячи за такой телефон, это, ну, чуть-чуть дороговастенько. Стоил бы он 27-28, цены бы ему не было. Ну и третий минус, который я обещал, он такой из-за разряда вот докопаться лишь бы до чего. Это его непрочность, потому что упади он один раз, обязательно разобьется. Давайте попробуем сейчас быстренько зарезюмировать первые впечатления от использования Zenfone 4. Он быстрый, действительно, несмотря на среднебюджетный процессор, он работает очень шустро, и каких-то заметных лагов, сложностей в запуске приложений и игр я вообще не заметил. У него отличный дизайн, у него хорошие камеры, у него быстрая зарядка через Type-C, у него есть мини-джек под наушники. Очень печально, что сейчас мы стали это записывать в плюсы, потому что мини-джек должен быть в любом телефоне. Вот смотрю на него и думаю, что Asus-то сейчас молодцы. Если до этого они делали какие-то очень непонятные телефоны, то сейчас Zenfone 4 — это хорошая, крепкая заявка на победу в среднебюджетном ценовом сегменте, потому что этим телефоном действительно приятно и хочется пользоваться. Цену бы еще чуть-чуть пониже, но про деньги можно ныть вечно. Все ссылочки есть вон там внизу в описании, вы знаете, что делать. До встречи здесь на YouTube. Пока-пока.